Всем привет! Сегодня мы в гостях у Михаила. Он будет делать мне классический массаж. Собственно, он сейчас сам расскажет о себе. Я Михаил, я являюсь дипломированным специалистом в области массажа классического, антицеллюлитного и лимфодренажного. Учился в известной школе Валерия Красавина. И сейчас мы это продемонстрируем. Да? Есть такие известные актеры, которые, как сказать, они долгое время были в тени. Знаете, всем известно Рокки Бальбоа. Прежде чем стать таким известным персонажем и самим, то есть актером, он 7 лет был в зоопарке. То есть на эту идею не бросал. То есть он где-то ее хранил, держал, и вот раз, один какой-то момент, и все у него получилось. Так же, то есть я с такой же мыслью каждый день просыпаюсь. Сидите часто за стулом, да? Большинство времени. Акцент будем делать на какую зону? Больше по ощущениям. На верхней, мне кажется. Шея или? Да. Мне кажется, лучше там на шею. Попробуем хорошенечко промять. Ну, это очень такая хорошая идея взять и пройти курс массажа. Да. И желательно даже к разным массажистам, потому что, чтобы почувствовать, что это такое. Что у каждого рука своя, у каждого сила своя, у каждого опыт свой, методика. Мне кажется, даже если по технике, там, условно, в одном и том же месте, к примеру, даже обучались, все равно по-разному. Да? Конечно. То есть у нас, когда мы обучались, то есть такой преподаватель такой, вы знаете, ну, вы очень сильная группа. Вы у меня очень сильная группа, и вот я вот один, второй, ну, понятно, зачем вы ходите. Вот тут девушка ходит, не понимаю, зачем она ходит. Девчонки, они, конечно, молодцы, но некоторые есть девушки, которые они хотят после окончания школы свои дипломы просто кладут на полку. Ну, как-нибудь потом. Всем хвалиться, говорит то, что я умею. Но самое главное, что у нас в массаже, или для любого массажиста, это практика. То есть занятия в школе, потом занятия
дома. Соответственно, да, близких, родственниках, родных. И сейчас я обратил внимание, ну, анализируя рынок, есть такая у меня привычка все анализировать, я обратил внимание на то, что люди больше обращают внимание на то, чтобы массажисты выезжали на дом к ним. То есть и, признаться, не только женщины, но и мужчины тоже интересуются, чтобы массажист выезжал к ним на дом, в удобное для нас и для клиента время. То есть в своей атмосфере находишься, да? Человек приходил, то есть ты спокойно провел курс массажа или даже один сеанс. И массажист уехал, все. Ты никуда, тебе не надо никуда не одеваться, не выходить. И... Да, тут и плюсы, и минусы есть. То есть, если с точки зрения экономии времени, то да. А просто еще интересно, что у каждого массажиста, ну, свои там линии, да, назовем. То есть своя какая-то атмосфера. И прикольно посмотреть каждую вот эту вот атмосферу. Потому что у себя в квартире, даже если разные массажисты, атмосфера-то плюс-минус одна и та же будет. Ну, музыка, ладно там. Да. Поэтому вот интересно приезжать. И у меня тоже есть такая идея, кстати. Кстати, об этом подумал и со следующей недели начну ходить тоже по массажистам. Да, но мне тоже интересно, какая атмосфера, как люди подходят. То есть, как бы, да, то есть, как это они все это преподносят. Мне тоже интересно, как они делают. Как делают мужчины, как делают женщины. То есть, на фоне каких-то вот этих взвешенных, возможно, субъективных мнений, можно сделать что-то для себя, выявить какие-то важные аспекты именно в массаже, в этой области. Видите, какая гиперемия пошла? Это хорошо, значит, кровь начинает плевать. Это что там, красный? Да. Там кости от позвоночника вытаскивают. Ну, в баню ходите вообще? Да, ну, как бы хожу, ну, раз в 100 лет. Ну, так же. То есть... Возвращаясь на Кавказ. Ну, просто очень он меня зацепил, этот молодой человек. То есть, когда я ездил еще с девушкой, то есть у него такой бонус выпал, он всей семье нашей делал массаж. Пока делали ей, я сидел в сторонке на диванчике и играл на гитаре, вспоминал там какие-то аккорды. И он такой, ну, возьми поиграй, что страшного, как бы, можно же, пока ждешь. И у меня, опять же, вот загорелась эта идея с музыкальной частью. Я раньше писал музыку, выпустил даже каких-то 5 релизов в области экспериментальной музыки на независимом там лейбле, да, на интернет-ресурсе. Ну, дело молодое. То есть начал покупать гитары, электро, бас, какие-то электронные MIDI-клавиатуры. А какой стиль музыки? Ну, релакс. Релакс. Я попал под влияние легендарной группы английской. Вот. И она меня до сих пор не отпускает. Где-то глубоко сидит. Это музыка, только писать нет времени уже.
Но бывает периодически хочется. Я после поездки по горам поехал в музыкальный магазин, купил гитару. По ощущениям комфортно? Да, да, отлично вообще. Я прям чувствую, как там хорошо все растерто. Ну, и это еще не все. Мы оба знаем то, что хороший результат, когда у нас, когда хорошо разогретая кожа. После массажа вообще хватит в баню? Ну, смотрите, самый оптимальный, вот самый класс, самый прям топ, это массаж после бани. Угу. То есть мы сходили, попарились, отдохнули, вышли. И прям, если бы прям на стол, то есть, да, на массажный, это самое идеальное. Тогда, получается, и спину, да, там меньше подготавливают. Ну, Да, ну ты уже готовенький, то есть ты уже тепло разогретый, и просто довел тело до нужной тебе кондиции, чтобы можно было мять. Почему есть такая, то есть вот знакомый, то есть они свой салон открыли, то у них появилась идея поставить кедровую бочку. Какое? Кедровую. То есть это самое классное. Она занимает не так уж много места. И человек вышел из кедровой бочки и прям к массажисту. В детстве крапивкой называли. Да, такой эффект есть немного.
Оно так называется. Пиление. Самое оптимальное. На небольшом участке кожи максимально разогреть. Ой, извиняюсь. Посильнее комфортно? Что? Посильнее комфортно? Да, Можно да, посильнее? Можно? Можно и посильнее. Отлично. Это у меня болевой порог, он, не знаю, либо маленький, либо большой, как там считается. Низкий? Низкий, да. Ну, в крайнем случае закричу чуть-чуть. Ой, вообще кайф. Тут же тоже, да, из-за того, что вот сижу как раз. Да, и это же опорно-двигательная часть у нас. Здесь вообще. Это уже когда Тут выше. жену просишь промять вот эти вот места, а силов не хватает, у него давай локтем. Давай локтем, вставай, делай, что хочешь, нашел бы это. Вообще как будто хочется там браться, прям проникнуть вглубь локально этой мышцы. Вот здесь, кстати, меньше не болит особо, вот там болело левое. А обратите внимание, как вы ходите. То есть, если возможно, она и болит из-за того, что... Блин, у меня мениск сейчас как раз на правой на колене стал болеть, я чуть-чуть по-другому стал ходить. Вот. И, возможно, упор идет на левую ногу, да? Из-за правой. Да, из-за того, что правая болит. Да. Да и сижу, скорее всего, тоже по-любому на какую-то большую часть, ну, как бы, перекидывается тело, скорее всего, налево. Ну, конечно, потому что это редактирование занимает очень большую часть времени. Я знаю, потому что когда я сидел с музыкой, часами, просто часами за компьютером, стащил все чашки кофе к компьютеру, которые есть в доме. Ох, горячо, хорошо. Там костра нету, потому что дрова уже подкидывать надо. И шашлык готовить. Барбекю готов. Да. Вот здесь реально как будто там костер уже полыхает.
Хорошая реакция на разогрев. Как правило, поясничную часть, вернее, где почки, эту зону особо не трогаем, потому что почки и без нашего присутствия работают хорошо. Поэтому мы их... Вот здесь вот есть какое-то напряжение? Да, вроде нет. Здесь вот как будто прям такая... Вот в этой части. Шишка лежит. Угу. Вот эта часть. Здесь отдает туда вверх. Где только что были, да? Вот где-то да, вот здесь, вот здесь. Левая сторона у меня, правый кулак у вас. Угу. Возможно, нерв. Да и за сидячий, я думаю, там, конечно, о, да, ох, Остеохондроз. Ну, все вот люди, которые... вот при остеохондрозе нужен лечебно-оздоровительный массаж. Я говорю, ну хорошо. Вы понимаете, то, что нам и вам за 30 лет. И остеохондроз, что шейный, что позвоночный, ну, в смысле, грудной, он обеспечен. Потому что мы ходим, мы двигаемся, и, конечно, есть это естественный износ позвоночника. То есть при остеохондрозе мы делаем такой же классический, ну, если нет противопоказаний, опять же, в какой форме.
массаж каждую неделю вообще можно делать? Да, если речь идет о классике, да, ну, как вам сказать, который снимает такую усталость, через день самое оптимальное. Вообще, если курсом проходить 2 раза в год, самое оптимальное. Там, первую часть полгода, вторую часть полгода. Сеансов по 10 через день. Я думаю, это прям нормально. А если просто раз в неделю без перерыва? Ам, Нормально это? Конечно. Главное не преусердствовать, а с какими-то такими сильно такими там локтями давить куда-то там. То есть обычную классику. Да, без фанатизма. Для общего здоровья и укрепления организма. Без костоправ, или как он там называется? Да, ну а там же, если проходить курс, то курс надо придерживаться, то есть и их методики, их, то есть соблюдения. Если речь идет о каком-то оздоровительном лечебном массаже, там, после операционного, там, после инсульта. То есть, а если речь идет о классике, то можно раз в неделю. Ну, опять же, желательно, конечно, делать вечером, когда ты уставший уже. Если оно есть люди, которые делают и с утра. Но с утра нужен не расслабляющий массаж, все же, наверное, бодрящий такой, под бодрую музыку. Там сильнее давить, может, надо. То есть, смотри для чего. Ну, вечером, конечно, что-нибудь разогревающее и нежное, теплое, без каких-либо силовых приемов. Так, руку вот так попрошу. Да, вот так вот. Вот так вот сделать. Еще выше, выше, выше. Вот так вот. Отлично. Второй тоже? Пока нет. Для того, чтобы можно было вот так вот схватиться.
Девушки любят такой прием, именно когда на талии. Наталья? Да, то есть и по ощущениям, и то есть как бы немножко можно бокал брать, как они думают. На самом деле это не так. Для этого есть другая методика массажа. В виде массажа придется попотеть только клиенту, ну и массажисту. Много вообще на целлюлит? Как вам сказать? Да, очень. Это очень девушки-то у нас любят быть красивыми. Но ввиду своей занятости некоторые процентов 40, может быть, переносят, по полчаса переносят, отменяют. Кто-то после первого сеанса понимает то, что он больше не хочет есть лишний кусок пирога, лишний кусок торта, потому что это очень больно. Некоторые люди осознают то, что мне и с таким жирком тоже хорошо. Да. Продолжает есть торты. Да, тут у меня супруга тоже. Я ей сделал массаж. Она никогда не делала. Я говорю, давай, все-таки мы решили, согласились. Я легла на стол. То есть начали делать, я включил ей такую ритмичную музыку. Первые минут 20 она терпела. Потом начала кричать. Потом затихла. Когда я ее уже перевернул на живот, она затихла. Я потом, то есть минут 30 на все ушло времени. Я поднимаю ее голову, а у нее слезы. У нее, то есть на лице слезы. И мы с ней договорились, что это единственный раз, когда я ей делаю больно. То есть она говорит, нет, я лучше буду есть торты. Не этот, мое, то есть спокойствие гораздо лучше, чем вот этот стресс такой, да. То есть это и больно одновременно, да, хотя были какие-то перерывы между движениями. Потому что после каждого движения должен быть перерыв, чтобы человек выдохнул. Если человек расслабляется на абсолютном массаже, значит, что-то идет не так. Человек должен быть всегда в напряжении при таком виде массажа. Если он просто лежит в телефоне, смотрит, значит, надо найти порог боли. Если находишь его порог боли, и работаешь в этом диапазоне, чтобы он был в напряжении. Но это неприменимо для классического массажа. Мы можем сделать посильнее, только в том случае, если клиент попросит. То есть в этой зоне можно работать посильнее. То есть, что для нас самое главное, это клиентоориентированность. Вот эту шею, да, вытягиваем такими движениями, да, в конце рода? Да. Оно, знаете, такое приятно и необычно. Вроде бы хотят что-то сделать. То есть такие движения еще, когда человек в положении на спине. То есть сейчас, когда мы делаем грудь, массаж.
Конечно, в дальнейшем можно, конечно, попробовать и массаж. Вот девушки как делают. Но мы как-то, я брал супругу в качестве модели. И был такой интересный эксперимент. То есть сделали массаж в 4 руки. То есть я был, и была еще один курсант. И то есть супруга в качестве модели. И то есть мы сделали выводы, что женщины делают по-другому. Те же самые техники, да? Те же самые техники, делают по-другому. Это все, и опять же, зависит от организма человека, от его телосложения. То есть маленький человек не продавит. То есть ему, значит, надо какие-то китайские техники использовать в массаже, какие-то локальные, точечные. Если у него, допустим, небольшие руки, необъемные руки. Да. Кувалду брать. Да, брать какие-то молоточки, бамбуковые палки, возможно. То есть использовать какие-то китайские техники. А есть люди, которые просто у них потные ладошки. То есть прикасается, то есть не человек, не горячие руки, а какие-то, знаете, даже я объяснить, она не могла мне объяснить, но такое ощущение, как будто, не знаю, кто ко мне прикоснулся. То есть каждый руки, каждый человек, у него все по-своему. То есть от этого тоже нужно отталкиваться, какого-то телосложения. То есть, если у тебя объемность в руках, да, то есть движения более объемные. Если, допустим, нету их, то есть ты физически не можешь делать объемное движение, значит, надо испытывать, пробовать, вернее, другие методики массажа. Точечные, рефлекторные. Те же палки, щеточки, кисточки, скрипки. Вот здесь приятные такие болевые ощущения. Да? Это мы еще руки не трогали. Если Вот здесь, проработать все руки, это, как вам сказать, другие ощущения. То есть на руках, на ногах. Хотя вот я делал недавно массаж девчонке 20 лет. Вот, то есть вполне здоровое тело, спина, все, ноги, ну, куда дело, коснулись ног. То есть одна нога правая, то есть нормально, а левая, ну, начинает, как бы, ну, как сказать, дергаться. То есть, опять же, нужен подход. Значит, надо... Дергаться, в смысле, больно или да? На грани больно, приятно, щекотно. То есть нужно находить подход, именно работать вот в такой стезе, что где-то не передавить и не додавить, и, допустим, не сделать локальные, опять же, движения. Потому что если речь идет о, допустим, массаже стоп, там по большей части идут уже такие более локальные движения. И надо, опять же, аккуратно, чтобы человеку не было щекотно. Если человеку щекотно, значит, мы переходим к другой методике, к другим движениям.
это меня. А потом Может, Ульяновска. ну, куда деваться? Перезвоним. Время у нас еще немножко есть.
Сейчас мы немножко свернем, поднимем чуть-чуть. Так вот. Проблем с сердцем нет? Нет. Есть вибрация? Мгм.